слушатели собрались. Кто-то ждал и уснул. Оттуда принес игрушку, и сейчас опять будет мешать. Но он будет хорошо себя вести. Да, Ричка? Ну. Как получится. Добрый день, друзья! Сегодня расскажу о двух орхидеях Arx Ray и необычным применением препарата удобрения аминосил. Вы все прекрасно знаете, кто смотрит канал постоянно, что я специально купила две орхидеи Arx Ray в очень плохом состоянии, без корней. И еще одна орхидея, которая показана вместе с ними, это темная орхидея. Кто-то из подписчиков сказал, что это одна из производных именно орхидеи Arx Ray. У меня есть какие-то сомнения на этот счет, но я их показываю все три вместе. Есть хорошие новости, а есть новости плохие. Давайте начнем с плохой новости. Все-таки одна орхидея не выжила. И оставлять эту орхидею для дальнейшего эксперимента я не вижу никакого смысла. Все листья высохли и отвалились. Корни, вот видите, шатается. Пенек совершенно высох. То есть никакой детки от этого пенька мы не получим. Потому что и корней нет. Если кому-то кажется, что это здоровый корень, то сейчас я вам его достану и покажу, что этот корень абсолютно сухой, и даже тяж начинает чернеть. Это значит, что детку здесь мы, к сожалению, не дождемся. Ну, теперь давайте к хорошим новостям. Третья орхидея, черная, кожаная, фотографию обязательно поставим, которую я поливаю только водой и не удобряла еще. Она прекрасно наращивает корни. Это видно со всех сторон. В горшке корни как были сухими, так и остались. Но орхидея прекрасно растит лист. Как бы все в порядке, даже рассказывать не о чем. То есть обычная жизнь орхидеи. Пока никаких изменений в худшую сторону я не вижу, только в лучшую. А эта орхидея, она себя ведет очень по-разному. Да, корней в горшке нет. Листья она потихоньку съедает. Вот следующий лист, который желтеет, усыхает, стал как папиросная бумажка. Но в какой-то самый первый момент она выпустила небольшое количество корней. Они были растущие, сейчас они закукливаются. Но они пока есть. Она начала растить лист, но он маленький. У нее нет ресурсов, чтобы вырастить лист больше или вырастить корни более сильные. Когда я сняла эту орхидею с полки перед съемкой, все тоже как бы плохо, как кажется на первый взгляд. Я ее внимательно осмотрела и увидела, что начался рост следующего листа. Он, конечно, там крохотный, может быть, его не будет видно на камеру, но он есть. И вот в этой связи я решила, а почему нет? Почему бы не применить удобрение аминосил? Ведь сейчас на канале идет
большой, очень большой эксперимент по применению этого удобрения. Я не ошибаюсь, это не витамины, это удобрение, и я в следующий раз вам об этом подробно расскажу. И вот как же на такой маленькой орхидейке, у которой в горшке корни все сухие, а здесь тоже крошечный, ну максимум, наверное, 2,5 сантиметра или 2,5 сантиметра всего корешки. Как же это сделать? Причем производитель рекомендует применять аминосил 5 мл на литр. Но мне здесь явно не нужен. Ричи. Ричи. Ты, как всегда, мешаешь. Мне явно не нужен литр этого раствора. Поэтому я взяла граненый стакан. И чтобы не было вопросов, сколько же миллилитров я использую, я еще взяла мерную кружку. Видно, что 200 миллилитров воды. Но так как эта кружка у меня для пищевых продуктов, и я не могу в ней разводить удобрения, переливаю в стакан. И как многие посоветовали, но в прошлом видео, ссылку на плейлист об аминосиле я оставлю в правом верхнем углу экрана, и ссылку на реанимацию этих 3 орхидей, есть тоже специальный плейлист, и туда собраны все видео об этих 3 орхидеях. Я тоже оставлю в правом верхнем углу экрана. Но не услышали, что я сказала, можно применять не только мерный стаканчик, столовую ложку, но и шприц. И много дали таких советов. Для 200 миллилитров воды нужен всего миллилитр аминосила. Поэтому я и набираю шприц. Да, действительно, очень удобно, и я этим пользуюсь. Удобрение сразу готово к применению. И как же нам аккуратно это сделать? Вот именно аккуратно. То есть я набираю в этот же шприц и делаю капельный полив каждого корня. Столько капель, сколько это потребуется для того, чтобы корень, он не станет зеленым, потому что у Арксрея они темного цвета, но можно отличить влажный корень от сухого. То, что остальной раствор уйдет в горшок, ну, там корней нет. Неважно, будет он мокрый, горшок высохнет он. Мне важно, чтобы я не попала, я почему не опрыскиваю, чтобы я не попала на шею орхидею. Потому что это, ну, такой капризный цветок, что попадешь на шею, он моментально получит какую-нибудь или разовьет, или, ну, в общем, гниль обеспечена. Поэтому аккуратно. Может быть, это долго, может быть, я на это потрачу 5 минут, 10 минут. Но со всех сторон все корни получат этот препарат. И все корни напою аминосилом. Конечно, это можно назвать танцы с бубнами, но здесь по-другому не получится. Здесь именно так надо поступать. Не буду вам показывать все эти 5 минут. Еще маленькая хитрость. Грунт сделаю поближе к этим корням. Еще можно положить небольшое количество мха именно на корни, чтобы именно в этих корнях влага сохранялась.
И вот именно этот эксперимент с аминосилом мне будет наиболее интересен. Потому что, ну, что такое применять на здоровых взрослых орхидеях? Да там эффект будет просто потрясающий. Он другим быть не может. А вот на каких-то ослабленных орхидеях или на тех, которые мы считаем суицидными или суицидницами, вот на этих очень интересно, какой эффект даст аминосил. Каждые 2 недели я буду вот так обильно поливать корни. А в остальное время, да, корни быстро, вот эти верхние корни очень быстро просыхают. Они просто будут получать чистую воду. И посмотрим, даст ли это какой-то эффект именно на этой очень сложной орхидее. Продолжаем экспериментировать. И через месяц применения аминосила я вам покажу, есть ли какие-то результаты от его применения именно на этой орхидее. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. А Ричи принес все свои игрушки и оставил Юлю одного. Пошел к себе на место. Нахулиганил. Обиделся и ушел. Глаза мои вас не видели. Да. И Чуля. Что? Я ж тебя не ругаю. Даже Лаки пришла посмотреть. Ну, Лакуся. Это я разговаривал с Ричи. Лаки. Скажи, неинтересно с вами. Да? Лаки. Лаки. Иди, поглажу тебя тоже.